В мире корейского шоу-бизнеса мы привыкли слышать о громких премьерах, миллионах просмотров и рекордных гонорарах. Но есть другая сторона славы, когда популярность превращается в силу помогать тем, кто больше всего нуждается. Сегодня мы расскажем о 7 звездах, актерах и певцах, чьи сердца оказались больше их кошельков. Они доказали, что истинное величие измеряется не наградами и аплодисментами, а добрыми делами. Мы пойдем от самых маленьких сумм к самым невероятным пожертвованиям, чтобы шаг за шагом показать, как доброта может расти и умножаться. И поверьте, финал этой истории вас поразит. Ли Бён Хон – герой не только на экране. Ли Бён Хон – это имя, которое знают миллионы зрителей по всему миру. Его роли в игре G.I. Joe и «Красная бригада» сделали его международной звездой. Но настоящая ценность этого актера раскрывается далеко за пределами съемочных площадок. В 2022 году, когда Южную Корею охватили разрушительные лесные пожары, Ли Бён Хон не остался в стороне. Он пожертвовал 100 миллионов вон, сумма, эквивалентная примерно 82 тысячам долларов США, через организацию Hope Bridge. Эти деньги пошли на помощь жителям, потерявшим дома и имущество, и на поддержку спасательных операций. Это не единственный его добрый поступок. Ранее Ли Бён Хон перечислял средства на борьбу с пандемией и помогал детям из малообеспеченных семей. Для актера, который привык играть героев на экране, благотворительность стала способом стать героем в реальной жизни. Его пример показывает, добро не измеряется размером суммы. Даже одна искренняя помощь может спасти чью-то судьбу. И Ли Бён Хон доказал это своим действием. Сюзи – ангел, что рядом. Б. Сюзи, или просто Сюзи, любимица миллионов. Для кого-то она символ невинной красоты, для других – талантливая певица и актриса, но для сотен семей, оказавшихся в беде, она стала настоящим ангелом-спасителем. В марте 2025 года Корею вновь потрясли сильные лесные пожары. Тысячи людей потеряли кров, многие остались без элементарных средств к существованию. Именно тогда Сюзи сделала шаг, который запомнился всей стране. Она перечислила 100 миллионов вон, это примерно 70-80 тысяч долларов США, через благотворительный фонд Hope Bridge. Эти деньги пошли на восстановление домов и помощь людям, оставшимся ни с чем. Для нее это был не первый и не последний подобный поступок. Сюзи систематически участвует в добрых делах, поддерживает детей, людей в трудных обстоятельствах, а также медицинские проекты. Она не афиширует свои пожертвования, но именно такие жесты создают ту невидимую силу, которая делает мир теплее. И поклонники ценят ее не только за песни и роли в дорамах, но и за сердце, полное искреннего сострадания. Сон Кан Хо – народный актер, народный защитник. Сон Кан Хо – это лицо современного корейского кино. Звезда фильмов «Паразиты», «Таксист» и десятков других картин. Но его истинная величина проявляется не только на экране. Когда страна сталкивалась с бедами, Сон Кан Хо всегда протягивал руку помощи. В 2022 году, когда Южная Корея оказалась во власти разрушительных лесных пожаров, актер пожертвовал 100 миллионов вон, сумма, равная примерно 75-82 тысячам долларов США. Средства пошли через организацию Hope Bridge на помощь пострадавшим жителям, потерявшим свои дома и имущество. Ранее, в разгар пандемии, он также перечислял средства на поддержку медицинских служб и помощь нуждающимся. Для многих его поступок стал символом. Народный актер не бросил свой народ в трудный час. Он привык играть простых героев, обычных людей, которые совершают великие дела. И именно так он поступил в реальной жизни, тихо, без лишнего шума, но с огромным сердцем. Его пример напоминает, быть звездой – это не только получать награды, но и использовать свою известность и ресурсы ради добра. Сон Кан Хо сделал это по-настоящему по-народному. IU – голос, что лечит сердце.
Ли Джи Ин, более известная под сценическим именем IU, одна из самых любимых певиц и актрис Южной Кореи. Ее песни трогают сердце миллионов, но ее поступки трогают не меньше. В мае 2025 года она сделала сразу 2 пожертвования. Первое – ко Дню детей – 150 миллионов вон, что эквивалентно примерно 108 тысячам долларов США. Деньги были направлены на поддержку детей и подростков, которые растут в трудных условиях. Второе – ко дню своего рождения – 200 миллионов вон, или около 143 тысяч долларов США. Эти средства пошли малоимущим семьям, одиночным родителям и тем, кто больше всего нуждался в поддержке. А в сентябре того же года, отмечая годовщину своего дебюта, IU вновь перечислила 200 миллионов вон. Всего за 1 год ее пожертвования превысили $500 миллиарда вон, это около 360 тысяч долларов США. Но дело не только в суммах. IU делает свои взносы тихо, без лишней рекламы, и всегда выбирает тех, кого общество часто забывает – детей-сирот, одиноких пожилых, молодых людей, вышедших из приютов. Ее голос дарит надежду на сцене, а ее сердце – надежду в жизни. Именно поэтому IU называют не просто певицей, а настоящим ангелом для тысяч семей. Пак Хэ Джин – актер-филантроп. Пак Хэ Джин известен зрителям по ролям в дорамах «Сыр в мышеловке», «Доктор-чужестранец», «Моя любовь со звезды». Но за пределами экрана он заслужил не меньшее уважение, став одним из самых последовательных благотворителей среди корейских актеров. С 2011 года он систематически жертвует деньги на разные проекты: помощь детям-сиротам, поддержку медицинских учреждений, восстановление после землетрясения в Кинджу, помощь пострадавшим в трагедии с паромом «Севол». Эти поступки не единичные, а постоянные. К 2016 году сумма его пожертвований превысила 1 миллиард 100 миллионов вон, а по другим подсчетам около 1 миллиарда 700 миллионов вон. В пересчете это примерно от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов США. Пак Хэ Джин никогда не делал из этого громких пиар-акций. Его благотворительность стала образом жизни, частью его личности. Он доказывает, что настоящий успех измеряется не количеством наград, а количеством сердец, которым ты помог. Его история – это пример того, как звезда может светить не только фанатам на экране, но и людям, оказавшимся в самых темных обстоятельствах. Чингук – сердце, что бьется ради других. Чон Чингук, самый младший участник группы BTS, известен своей невероятной харизмой и талантом, но его доброта проявляется не только на сцене. В марте 2025 года Корею потрясли масштабные лесные пожары, и Чингук сделал шаг, который вызвал уважение даже у самых строгих критиков. Он пожертвовал 1 миллиард вон, сумму, равную примерно 681 тысяче долларов США. Половину этой суммы певец направил на помощь семьям, пострадавшим от пожаров, а вторую половину – на улучшение условий труда пожарных, которые рискуют своими жизнями ради спасения других. Этот поступок показал, что Чингук понимает цену человеческой жизни и ценит труд тех, кто ежедневно стоит на передовой опасности. Его жест был не просто финансовой поддержкой, а настоящим признанием в уважении и благодарности тем, кого часто забывают. Молодой артист, которому всего чуть больше 20 лет, уже доказал, быть айдолом – это не только сиять на сцене, но и быть примером для миллионов. Его сердце действительно бьется ради других, и именно поэтому Чингук стал символом искренней человечности. Шуга – музыка, что стало спасением. Мин Юнги, больше известный миру как Шуга из BTS, всегда говорил, что музыка способна исцелять. Но в 2025 году он сделал шаг, превратив эти слова в действие, которое потрясло всю Корею. В июне он пожертвовал 5 миллиардов вон, сумму, равную примерно 3 миллионам 600 тысячам долларов США. Эти деньги направлены на создание уникального медицинского центра. Центра, который будет помогать детям и подросткам с расстройством аутистического спектра. Проект получил символичное название Mind, что расшифровывается как
музыка, взаимодействие, сеть, разнообразие. Это не просто здание и не просто благотворительность. Это будущее для тысяч семей, которые так долго ждали поддержки и понимания. Шуга превратил свои личные средства в шанс на новую жизнь для самых уязвимых. Он доказал, музыка может менять мир, но еще больше его меняет доброе сердце. Его поступок стал крупнейшим пожертвованием среди корейских артистов в этом списке и финальной нотой, которая вдохновляет каждого из нас. Сегодня мы прошли путь от скромных, но искренних пожертвований до поистине грандиозных даров, меняющих судьбы тысяч людей. Ли Бён Хон, Сюзи, Сон Кан Хо, Ай Ю, Пак Хэ Джин, Чингук и Шуга доказали, истинная сила славы не в ярких прожекторах и не в миллионах подписчиков, а в умении отдавать. Каждый из них использовал свою популярность и заработанные средства не ради роскоши, а ради будущего тех, кто больше всего нуждается. Они показали, добро не зависит от суммы, оно начинается с сердца. А теперь представьте, если один жест может спасти чью-то жизнь, то что произойдет, если мы вместе сделаем шаг навстречу добру? Даже маленькая помощь, еда, теплая одежда или просто поддержка словом может стать светом для тех, кто оказался в темноте. Подписывайтесь на канал, чтобы вместе вдохновляться лучшими примерами человечности. И главное, не забывайте, у каждого из нас есть шанс стать героем, пусть и для одного человека.